Большинство людей хотя бы раз в жизни задавались вопросом, одни ли мы во Вселенной. На сегодняшний день никто не может дать окончательный ответ. Мы еще не нашли ни бактерий на других планетах, ни разумных инопланетян. Однако современные научные знания говорят о том, что вероятность существования внеземной жизни очень велика. Чтобы понять почему, достаточно взглянуть на масштабы космоса. В одной только нашей галактике, Млечном Пути, находится от 100 до 400 миллиардов звезд, а самих галактик в наблюдаемой Вселенной насчитываются сотни миллиардов. Это означает, что только в наблюдаемой части Вселенной существуют сотни секстиллионов планет, число настолько огромное, что его практически невозможно представить. И это лишь та часть Вселенной, свет от которой успел дойти до нас за 13,8 миллиарда лет. Насколько велика Вселенная на самом деле, мы не знаем. За последние десятилетия астрономы открыли уже тысячи экзопланет, планет, обращающихся вокруг других звезд. Многие из них находятся в так называемой зоне обитаемости, где температура позволяет существовать жидкой воде. Более того, некоторые спутники в нашей собственной Солнечной системе, такие как подледные океаны, тоже считаются перспективными местами для поиска жизни. Все это показывает, что условия, пригодные для возникновения живых организмов, во Вселенной совсем не редкость. Самая вероятная форма внеземной жизни – бактериальная. Для ее появления, по современным представлениям, необходима жидкая вода, источник энергии, химические элементы вроде углерода, кислорода, азота, водорода и достаточно стабильные условия на протяжении миллионов лет. Если такие условия существуют, нет известных законов физики или химии, запрещающих появление жизни. Именно поэтому многие ученые считают, что простейшие организмы могут быть широко распространены по Вселенной. А вот разумная жизнь — совсем другая история. На Земле жизнь появилась около 4 миллиардов лет назад, но почти 3 миллиарда лет она существовала исключительно в виде микроорганизмов. Первые сложные многоклеточные организмы возникли сравнительно поздно, а человек разумный существует всего около 300 тысяч лет, это лишь мгновение по космическим меркам. Для появления технологической цивилизации понадобилось невероятное сочетание благоприятных условий: стабильная звезда, относительно спокойный климат, крупная Луна, наличие магнитного поля, защищающего от космической радиации, отсутствие катастрофических столкновений с крупными астероидами на протяжении сотен миллионов лет и множество случайных событий в процессе эволюции. Поэтому разумные цивилизации, скорее всего, встречаются гораздо реже, чем простейшая жизнь. Здесь часто вспоминают знаменитый парадокс Ферми: если разумных цивилизаций во Вселенной должно быть много, то почему мы до сих пор никого не встретили? На первый взгляд вопрос кажется логичным, но на самом деле в нем есть серьезная проблема. Он словно предполагает, что инопланетяне могут свободно путешествовать между звездами. Современная физика говорит об обратном. Согласно специальной теории относительности, объект, обладающий массой, не может двигаться быстрее скорости света. Более того, чтобы разогнать даже небольшой космический корабль до скорости, близкой к световой, потребовалось бы невероятное количество энергии. Поэтому межзвездные путешествия чрезвычайно трудны, а межгалактические могут оказаться практически невозможными. Даже свет, самая быстрая известная нам вещь, распространяется с конечной скоростью. До ближайшей к Солнцу звезды свет летит 4,24 года. Чтобы пересечь весь Млечный Путь, ему потребуется около 100 тысяч лет. До ближайшей крупной галактики, Андромеды, свет идет примерно 2,5 миллиона лет. Если бы существовал корабль, способный лететь со скоростью света, что невозможно, путешествие туда заняло бы те же 2,5 миллиона лет. При более реалистичных скоростях полет длился бы десятки миллионов лет. Именно поэтому идея о том, что инопланетяне должны были давно прилететь на Землю, вовсе не является обязательным следствием существования других цивилизаций. Есть и другая причина. Разумные цивилизации могут существовать в разное время. Земле около 4,5 миллиарда лет, а возраст Вселенной — примерно 13,8 миллиарда лет. За этот гигантский промежуток времени множество цивилизаций могли возникнуть и исчезнуть задолго до появления человека. Другие, возможно, появятся лишь через миллионы или даже миллиарды лет после нас. Чтобы две цивилизации смогли обнаружить друг друга, они должны существовать одновременно, находиться на сравнительно небольшом расстоянии и обладать технологиями для связи. Вероятность совпадения всех этих условий может быть очень небольшой.
Важно помнить и о том, что человечество само почти не заявило о себе. Наши первые мощные радиосигналы начали уходить в космос чуть больше 100 лет назад. Сегодня они образуют сферу радиусом примерно 100 световых лет. На фоне нашей галактики диаметром около 100 тысяч световых лет это крошечный пузырек. Подавляющее большинство потенциальных цивилизаций просто не могло узнать о нашем существовании, так же, как и мы ничего не знаем о них. Поэтому отсутствие контакта нельзя считать доказательством отсутствия жизни. Скорее наоборот, учитывая невероятные размеры Вселенной, огромное количество звезд и планет, а также то, что необходимые для жизни химические элементы встречаются практически повсеместно, многие ученые считают, что жизнь за пределами Земли весьма вероятна. Бактерии могут оказаться обычным явлением в космосе, а разумные цивилизации — гораздо более редкими, но все же вполне возможными. Пока у нас нет прямых доказательств их существования, однако современная наука не знает причин, по которым Земля должна быть единственным островком жизни во всей необъятной Вселенной. Спасибо за просмотр, до новых встреч!